Приветик, дорогие друзья! Вы на канале Na'Vi Junior Dota 2. С вами, как всегда, Яна. И сегодня вместе с нашими игроками мы обсудим новый долгожданный патч 7.33. Поэтому вам приятного просмотра. Ну а мы начинаем. Приветик, парни. Да, привет. Привет. Сегодня у нас будет не сколько ваши впечатления о новом патче, сколько обзор нового патча, потому что вы на нем уже успели неплохо поиграть в рамках DPC лиги. Патч вышел в ночь с 20 на 21 апреля, и у вас буквально через день была уже официалка. Сели ли вы сразу тестить патч или подождали до утра, чтобы на свежую голову посмотреть, что там ГБ наделал? Так, патч вышел в 3 ночи. Это не повод, кто-то вот мэл до утра. Так у нас игры рано, так что приходится, ложиться Не, спать. у нас, да. Я тестил патч, я сразу же. я не спал. Я только проснулся и Ну, чуть-чуть начал потестили, играть, но всё очевидно там. мы все там прочитать не смогли, типа. Да, Кто не так спал, немного. так сказать. Какие были самые первые впечатления, когда увидели этот громадный список изменений? Кайф, типа. Понравилось, Да, понравилось, что так прикольно. много. На карту сразу, я сразу в лобби зашел карту смотреть. Инста. После того, как патч вышел. Мне понравилось все, что добавили, в принципе. Да, я тоже очень был рад этому обновлению. Ну, чуть-чуть, я и первую половину изменений прочитал, про героев не стал читать. И спать ушел. Я в Алмате живу, у меня получается на 3 часа позже. У меня он вообще прям под утро вышел. Я проснулся, минут 20-30 читал. Я очень сильно, в общем, в азарт вошел какой-то и сразу пошел играть, до конца не дочитал. И сразу же все понял, абсолютно. И сыграл просто, наверное, 15 подряд игр. Мне очень зашел патч. Потому что я немножечко устал от прошлого. Потому что он не менялся почти 1,5 года там. Давайте тогда пройдемся более тезисно. Вы уже проговорили о том, что карта стала на 40% больше. Как вам такое изменение? Потому что Dota комьюнити восприняла неоднозначно. Кому-то это очень понравилось, а кто-то говорит, что карта прям очень большая, и теперь не очень комфортно на ней играть. Ну, это все со временем комфорт придет, очевидно. Приоритеты как будто поменялись немного. Да. Ну, Теперь сложнее смоки жать. Смоки стало намного сложнее жать, вардить стало намного сложнее, то есть, на сапе ты сейчас намного больше фармишь. Я вот намного жаднее начал играть, потому что, вот есть кемпы, которые твои коры просто не качают. А голде же не пропадать впустую, поэтому я пожаднее начал играть. Сейчас, если у тебя на сапе на 20 не 6к нетварс, то ты, типа, не умеешь играть на сапе. Ощущается небольшой переизбыток, вот, но мне кажется, это просто, не привыкли еще. А так, да, нужно что по просто кайфу играть. адаптироваться. Нужно адаптироваться. Слишком сильно поменялось, нужно время, чтобы адаптироваться. Я думаю, через месяцок уже все по кайфу будут гамзать там. И Да, и поймут, потом что к еще чему. будут патчи выходить и будут все фиксить, баланс делать. Потому что сейчас все не балансно, потому что вышел большой патч. а Еще потом всё мажор балансить. будет, там тоже Ну, как новичок всегда будет, работают, когда поймут. большой патч выпускают, потом все балансит. Буквально сегодня стартует мажор в Берлине, и сегодня уже выкатили первый апдейт, который немножечко там сбалансировал, как мне кажется, этот патч. Стас, ты вот сказал про смоки, что теперь неудобно прожимать смоки. Говорит ли это о том, что теперь герои с инвизом будут более популярны, потому что карта стала больше, но количество сентри на карте не изменилось? Или в компетитиве ничего не изменится? Думаю, изменит. Но я думаю, точно нюкс появится. И причем коровый нюкс, то есть не суппорт нюкс, а мидовый нюкс. То есть герой как будто супер сломанный. С этим догоном, с его новыми спелами. Да-да, думаю, инвизоры посильнее стали. Мирана с новым мультом тоже сильная, на самом деле. То же самое Bounty Hunter сейчас вот пикают его. Да, много то кто. есть На Dream League пикали. мета поменялась. И Рики можно понятное пикать дело. мид, когда хороший драфт. Чен сейчас посильнее стал из этих крипов новых. Инча тоже. В шар там добавили. Увидим ли мы теперь более раннее гема? Ведь Vision может быть где угодно. Я изначально подумал об этом. У меня есть знакомый, который, типа, гем покупает там на 9-й минуте, прям пушит его. Ну, не настолько, конечно, абсурдно, но я думаю, на 15-й минуте гем, обязательно надо будет иметь. Гем на сапе — это как мидас на коре. Но там риски намного больше, то есть, если ты умрешь, то все, прощай, катка. А вот станут ли популярнее иллюзионисты, которые теперь станут еще быстрее фармиться? Вот, ту же Нагу вы часто берете, либо там Фантом Лансер, сейчас намного сложнее словить уже. Беллу еще шар добавили. Его очень трудно убить по игре именно будет. То, что он в инвиз уходит. Да, в целом сейчас иллюзионисты стали сильнее, потому что карта больше, и ты фармишь больше дальние кемпы, типа. И у тебя найттайм МС очень большой. Ты на Наге на иллюзии 520 МС просто. Бегаешь всю карту, фармишь. Короче, могу пожаловаться на Чена Янчу. В каждый паблик прихожу, два маленьких кемпа, все не заблочить, или гарпия, или на ману, короче, там, линию стоять невозможно. Янча то же самое. И иногда меня А треплят. если Чен Венчу? Ты что, ёбаешь? Иногда меня триплят, говорит.
Для Юры вообще этот патч — это просто боль. Мало того, что ты просто ненавидишь Чена, так его еще в этом патче довольно-таки сильно Я бафнули. не знаю, что с Нобеном не так, зачем это вообще нужно было делать. Ну, чтобы, как бы, они наверняка смотрят наше интервью и такие: мы знаем, что Юра не любит Чена, давайте сделаем пранк. Именно так и было. Давайте с вами тогда поговорим про новый класс героев, универсальные, которые усиливаются абсолютно от любых предметов. Не кажется ли вам, что они пока что немного дисбалансны? Они могут быть как очень сильными, так и очень слабыми. Все суппорты универсалы все суперсильные. То есть Мирана, На линии кто-то... Да, на линии имею в виду, понятное дело. То есть у тебя чувак просто покупает клетку 3 ветки, и ты его уже в жизни не перебьешь. Ну, то есть это супер странно. А все коры, мне кажется, универсалы, вот это полное, типа... Только Void Spirit, наверное, какое-то исключение. Надо смотреть. Но всем сапам это точно баф. Плюс, Юр, ты можешь рассказать про Бруду, которая, типа, раньше игралась там через ауры пауков, да, сейчас то, что она универсальная стала, геймплей может поменяться. Ты скажешь это вот сейчас, да, потом через месяца 20 все так, ну, все будут больше Бруду. Я что думала, что этот патч добил Бурду до конца, нет? Ну, ее еще подняли в этом новом патче, который выпустили сегодня. Да, возможно, я просто не буду как тройку играть, типа, на коре, на медиа. Что скажете про новую механику БКБ? Не кажется ли вам, что теперь этот предмет отчасти бесполезный? Нет, Не, вообще Предмет не супер бесполезно. OP. предмет такой же. Просто Мастер. чуть-чуть понерфили, и это прикольно. Давний фикс, короче, который вот БКБ давно нуждалась в фиксе. Это самый лучший фикс БКБшки вообще. Но его если все равно потому что- будут покупать, очевидно. Просто, возможно, меньше рейтиться будет в некоторых играх, чем условный там Сатаник, да, например, на Коптакере. Да, в ситуациях его будут меньше рейтить гораздо, да. Рошан у нас теперь мобильный, он передвигается по карте через порталы, которые также добавили на карту. Что думаете по этому поводу? И не кажется ли, что Рошана теперь куда выгоднее убивать на стороне света? И тестили ли вы такое? Я, кстати, не знаю. Там вроде у Света у Radiant больше винрейт, но я что-то не знаю почему. Ну, это прикольно, на самом деле, то, что тебе всегда надо думать о том, ну, типа, есть сейчас Рошан, и Какой под тайминг, это- да, под для это- тебя под надо это играть. играть. Да. А не как все было раньше по скрипту, типа, вот Рошан в одном месте стоит, ты знаешь, что Плюс тебе еще надо как на него немного заходить. несправедливо было, потому что ударом пост, у них лес там, который легче дефать. Короче, Ну да, как сейчас, будто- мне кажется, это балансно, то, что сейчас, типа, с этим Рошаном. Возможно, награды за Рошана, именно что за третьего Рошана за Radiant дают Аганим, а за Дайр дают Рефрешер. Возможно, это чуть дисбалансно. Да нет, это как не так это вообще не влияет. Ты либо за Radiant контролишь, либо за Дар. Это прям 50 на 50. Типа забалансили Radiant и Дар. Нет разницы днем или ночью. Типа. Рашпид точно забалансили. Но anyway, мне кажется, сейчас Аганим намного лучше, чем Рефрешер, который Ну да, но даже, какая даже разница, это БКБ. не влияет никак на Radiant Дар. Окей, на карте появились снова крипы, терзатели, довольно-таки сильные, из которого выпадает Аганим Шард. Рандомно игроку, и, в принципе, не на всех героях он одинаково хорош. Не кажется ли, что это не очень хорошее решение? Или вам понравилось? Прикольно, тоже Ну, новая думаю, механика. думаешь о Да, том, механика. как его забрать и какого героя под это даже можно выбирать. Да, может Потому что сказать, не каждый пик может забрать терзателя этого. Я считаю, это крутое объявление, потому что вот у тебя, допустим, на саппорте линия не пошла, там ты себя не нашел в игре, но вот у тебя команда зафармит терзателя, тебе закинут шарт, это уже нереальный буст, ну, то есть очень приятно. Если у тебя шарт брокен, то его все кайф. Я скорее о том, что награда не соответствует тем усилиям, которые вы затрачиваете на его убийство. Плюс команда соперника может воспользоваться тем, что там 2-3 игрока пошли убивать этого терзателя и могут себе нафармить еще больше. Это правда, когда враги сноуболят карту, то и забирают у тебя на 20 этого чела, то уже тяжело очень становится играть порой. Там настолько легко дефать, там есть супер крутой опс, там есть Ну да, типа много его заходов. забрать для врага, это очень трудно. Да, это не так просто, там вообще игру можешь камбэкнуть, потому что пока они бить его будут, там пробьются. Короче, нет, это, короче, крутое обновление. Вот. Да, Ты ну, всегда по должен кайфу, учитывать, по кайфу. когда ты можешь забрать, какой герой можешь забрать, да, крутое обновление, что-то интересно. Нейтральные крипы теперь стали сильнее, плюс их сила увеличивается на протяжении всей игры. Что скажете по поводу этого обновления? Нравится вам, не нравится? Не Чё знаю, сказать? все так же легко Сказать- фармится. Сказать только Чен. Да. Сказать только Чен и Энча, это типа это больше для них изменения. Ну, больше для Чена. Энча это особо. Че как-то все равно донет. Да, это больше Чену, но... Типа Чена можно забанить, правильно? Если на нем не играешь. Не можешь побороться со злом, возглавь его.
Нам, ну, вот у Да, нас да, сигнатурки Раста, вот, Shadow Shaman, там Чен. Нет, у нас Чен. Чен тоже сигнатурка, мы типа его На просто 3 роли. показываем. Ну вот, да, Раста, Чен Чен. натренирован Да. уже, да. Чем Да, это так супер что- сильно, да, покажем. Не Да, знаю, так что будет баньте. время ХПшек каких-то. Если дадут, конечно. Хорошо, тогда переходим непосредственно к героям. Давайте начнем с Фантом Лансер. И, как я уже говорила, первый день винрейт этого героя вырос на 12%. Герой имба. Была сейчас сильная, да. Его там бафнули, даже вот так раньше, он на линии сейчас сильнее стал. Его же иногда, раньше его самая главная проблема была то, что он линию проигрывал, почти любую на ПЛе. А сейчас ты чуть сильнее на линии. И по игре добавили шарт хороший, как по мне. Аганим тоже хороший на него сейчас. И сейчас в целом, типа, да, большая карта, фармишь просто свои шмотки на 25-й, тебя как будто иногда не убить вообще. Можешь по героев забегать. Да, и диффуз еще А апнули снести очень тебя сильно. сейчас труднее намного из-за большой карты. Плюс еще диффуз апнули, из-за этого тот же пэл стал сильнее. Ты всегда хотел иметь диффуз на пэле, а сейчас ты его апнуть можешь. И диспелить себя. Что скажете про переработанную медузу? Где мы теперь ее увидим? Уже Короче, увидели. на виде, вот. Супер Я ситуативный. увидели, да. Супер ситуативный на ластпик. Может залететь. Возможно, что-то покажет команда, да, вот, на мажоре. Да, вот у нас сегодня была переигровка. Мы первую игру выиграли, играли вторую. Решили сыграть в темп. Нас пикнули Дузу и поставили нас на таймер. Вот. Мы проиграли один файт. После 20 уже очень трудно было выиграть игру в Медузу. Да, и вот Медуза... Это как обычно и происходило раньше, типа. Да, ее не победить было. Ну, Дуза, в принципе, крутой герой, да, но он опять же ситуативный. Типа, вот как против нас пикнули, супер ситуативно. Мне кажется, она сейчас сильнее, чем раньше уж точно. Вот после патча, микропатча, который сегодня вышел. Точно сильнее, чем раньше. Да, то, что на иллюзии работает щит, это очень круто. Анивей Я герой иллюзия очень, бессмертная. очень ситуативный. Так нет, Огр, если что, больше МП имеет сейчас, потому что он покупает себе какой-то брейсер, а ему там капец, ну, маны дают за силу. Типа, тебя, наоборот, даже лучше по мане будет. Что скажете по поводу Клингза? На каких позициях он теперь будет играть? Не на двойке. Играл мэмэ. знаю. Играл мэмэ Непонятно, против четвёрки да. Клинкза. Новый спелл его, на самом деле, какой-то интерес. Ну, если какой-то задрот на Клинкзе, он прошарит за него, как будто может какие-то, ну, что-то, в общем, придумать. Короче, непонятный Клинкс. Это со временем нам дать что-то поймем, не знаю. Пока что супер непонятный. Вроде бы в апдейте его немножечко бафнули. Да, его очень сильно бафнули. У него теперь первый спелл, с которым он на линии очень сильный. Ну сейчас Клинкс, короче, я вот смотрю, сейчас Клинкс на линии невероятно сильный. У него есть Деспаркс нулевой, у него есть Стрейф. Стрейф это вот старый спелл Клинкса. И его, ну, не перебить просто по стрейфам. Ну и этот торбом ситуативно использовать можно. В общем, Клинкс, я думаю, как-нибудь, ну, кто-нибудь покажет, и все начнут принимать. Ты вот сказал по поводу 4-й позиции. Увидим ли мы сейчас на 4-й позиции больше героев с фарм-потенциалом? Ведь карта большая, и, в принципе, золота хватит на всех. Мы так и делаем, мы сейчас берем более жадных сапов, которые могут забирать кач на карте, покупать какие-то определенные айтемы и быть полноценным кором. Ну, почти полноценным кором. Вот мы уже за это просекли. Но бывает, конечно, игра на героя, который не особо имеет фарм-потенциал, но там и геймплей меняется. Вообще, да, сапы сейчас будут больше фармиться. Раз. Мирана сейчас один из лучших сапов. Что это сильный лейнер, у него есть, ну, у Мирана есть инвиз, сейчас смотри, типа, ограниченные. Плюс ей шарт очень круто апнули. Но в целом, под компетитив доту, Теру может перевернуть игру с нуля. Ну, вот с очень тяжелой ситуации. И герой при этом очень быстро фармит. За счет Эру и первосплана. Давайте поговорим о Муэрте. В прошлый раз она вас не впечатлила, но уже сейчас, после фикса БКБ, она стала наносить очень много урона, причем на всех стадиях игры. Сможет ли она раскрыть свой потенциал в компетитиве, или все-таки вот проблема с мобильностью не позволит этого сделать? Ты думаешь, сможет? Уже Я думаю, сможет, реализовывается. Уже Да, сейчас на реализовывают, ней да. еще больше поиграют, больше, ну, так сказать, наиграют. будет на Задрота героя. не хватает на Мерти просто, Да. и все поменяется. То есть должен кто-то показать просто. Так она играется, да, будет играться в драфты. Ну, не в каждой, конечно. Мне кажется, Муэрта настолько много фармит, что как будто может, ну, любого, ну ладно, не любого. Да, это взять, самый но- сильный лайнер еще в доте как будто. Да, лейнер сильный, он еще за счет пассивки, ну, она за счет пассивки очень быстро фармит. И дэмэдж на Да, него обычно, какой-то обычно несправедливый вообще. Суть в том. Да, просто с учетом задрот. нового БКБ, он еще может не контриться БКБшкой, короче, Муэрта чуть-чуть, да, но...
Но надо, чтобы задрот был на ней какой-то. Как раз вот Мерту тот самый еще Обер Мерту. герои соответственные нужны. Вот. Увидим ли мы Муэрту в нашем пуле? Я думаю, точно увидим. Потому что Мерту еще флексится на сапу. Да, я наиграл ее чуть-чуть. Изменения каких еще героев вы можете отметить? Что еще понравилось? Как кого-то бафнули, понерфили? Ну, Oracle стал сильным. Вот это для меня больше... У него вообще второй спел не накладывает, типа, эффект Халберды на союзников. Ну, то есть Oracle вообще достаточно сильным стал героем. Мне кажется, он точно будет, ну, явно популярнее, чем был. Могу сказать про Веспа. Это один из моих симптомнейших героев. Ему особо ничего такого не делали. Там больше кор Веспа апнули за счет Аганима нового. Ну, механики Аганима. Вот, но вот эти лотусы, если контестить их на линию, за них драться, и ты получаешь лотус на Веспе, то ну, ты очень становишься сильным на линии. Тебя не перебить, тебя не давиться, и вы сами еще можете давить. С каким-то хорошим героем это можно реализовывать. И ты сказал про лотосы. Как вам обновление с этими лотосами? Нравится, не нравится? Прикольно, прикольно. Тоже дополнительная новая механика, всегда прикольно. Да, линии теперь умнее должны стояться. Ты Мгм. всегда Да, должен да, чувствовать линии тайминг. тира у меня остается. Да, вот это порезом сильно не терять, чтобы лотус потом... Ну, за лотус подраться. Потому что я считаю, что если ты берешь лотус, то ты уже ну, на 20% выиграл линию. Что ну, он очень много дает. Ты не на 20, но это можно порешать в моменте. То есть этот лотос можно использовать как стик, получается. Я так часто делаю. У тебя 3 танго и 2 манго. Это, ну, как это... Что думаете по поводу новых мини-вардов на карте, которые нужно захватывать? И когда соперник захватывает, вы это видите? Хорошая плюшка или не очень? Странное. Странноватое изменение, но пусть будет, типа. Да, ну, без нее вообще нереально было бы мапу играть. А так ты хотя бы, ну, можешь на мапу смотреть, анализировать, ты захватил, допустим, ты видишь какой-то участок карты, и чтобы, ну, противнику надо его захватить. Если противник захватывает, ты уже понимаешь, где какой герой находится. И это на самом деле очень помогает в целом по пониманию карты, ну, по чтению карты вообще. Крутая тема. За них тоже надо драться. Плюс очень крутая фишка, которая мне понравилась, когда забираешь Рошана, ты автоматически забираешь всех смотрителей. Ну, вот автоматически. И ты сразу можешь какую-то информацию по мапе собрать. И противникам потом придется забирать их обратно и показываться на карте. Интересное видение. Особенно при новой карте. Что скажете по поводу новеньких гранат? Нравится такая штука или нет? Используете, не используете? Буквально на линии можешь под условно level 2 удавиться, убить героев, так же, как и тему. Теперь надо больше об этом думать. Типа вариативно стало больше. Да, вариативности да, точно стало больше. Каких героев мы с вами еще не обсудили? Не знаю, как будто Царь сейчас тоже, типа, возможно, даже сильнее стал за большие карты. В ночное время, да, может бегать. Целые киллы делать. Ну, вообще раньше 40 поинтереснее был на маленькой карте. Потому что у противников единственный шанс вот тройку фармить, понял? А ты стоишь в ней и тебя не законтестить. Сейчас больше еще герои, да, которые фармят тройку. Но Старки не всегда хочешь фармить тройку. Нужен мид. Вот еще мы про Тимбера не поговорили. Как будто бы герои очень сильно апнули. Герой с новым аганимом становится чуть ли не бессмертным. Но он фокуса был точно. Очень сильный аганим. Правда, Тамер, чуть мы не забыли обсудить Тимбера. Очень сильный герой сейчас. Только что выиграли официалку на нем. Хорошо себя показал герой. Угу. Мне тоже понравился. А, еще алхимик. Алхимика мы не забыли. Алхимика очень круто бафнули в патче, но немножечко понерфили в апдейте. Ну, если это можно назвать нерфом, конечно. Ну, да, фишка в том, что у тебя на линии просто два компа. Один средний, который ты все любил фармить, и один смол. Ты просто распушиваешь линию, там, играешь под лотус, тебе надо теперь качать пассивку, поэтому у тебя колба и спрей замашенные. Ты можешь в любой момент отойти, и ты всегда будешь большой. Герой стал сильнее именно вот до 10, возможно, 15 минут. Вот именно чем раньше. Ну а потом, типа, сам обычный герой. Мне кажется, третий спел у героя вообще useless. То есть тебе, чтобы его фулл настакать, 11 тычек дать, и... не знаю, не особо нравится мне. Вот еще Doom, допустим. Герой такой же крутой, как и был в прошлом патче. У него есть возможность уничтожить линию, возможность камбэкнуть линию. При этом сейчас мапа долго играется, ты можешь качаться и садить врагов на таймер. Но при этом ты сам можешь активно играть спокойно. Ты можешь прям темпить. Герой вариативный и крутой. Много у него применений. Void Spirit стал сильнее. Слушай, теперь атрибут этот универсальный. Можем покупать брейсера и кусаблю. Сильный сейчас герой, который пикают. А что вы думаете по поводу ранкета?
не видно. Прикольно, крутой. прикольно. Намного Ну, теперь в интереснее доте, в стало. доте очень много думать надо, как по мне. Единственное думать неприятно, что дотлист не работает, и тебе приходится иногда, ну, играть с чуваками, которым ты не хочешь играть. Максим, ну, прям. Уверен, что не работает? Да, Я как не будто- работает. Да, я играл с Хотя, чуваками. ладно, если честно, я ни один раз не играл с Я ни душнистым разу не еще видел чуваком. челов, которые меня в доте и чтобы я с ними Ну, у попался. меня, я видел. Короче, просто вам везло, наверное. Ну, Мэл из основы тоже рассказывал о том, что, к сожалению, типа, Dodge не работает, и, типа, я надеяться, что в дальнейших патчах и апдейтах это смогут пофиксить, потому что ранки в целом очень крутой. Но это трудно реализовать. Типа, в лобби одно не залетает, тогда игра не находится. Ну, короче, ты будешь играть самые скоростные ММы, как будто. Да, да. Если ты, Потому что если ты каждого, будешь у кидать каждого в стильно. доджи, там, ну, очень трудно будет ММ очень найти. Да, да. Допустим, вот Ридус доджа у 1000 игроков, как он, ну, игру найдет. Возможно, там какой-то есть, типа, что после 3 минут тебе кидают уже любых, типа, тиммейтов. Не знаю. Поиск. В заключение давайте выделим самое крутое и самое плохое изменение в этом патче и поставим свою оценку. Брали вам посты, которые раньше давали экспу, и ты на сайпе можешь, ну, А без вот, экспы да, бегать. И да, это немного книги. грустно, если у тебя руну мудрости забирают на 14 минуте, она, типа, на телефоне прям сильно решает, но на 14 если забирают, то у тебя депрессия невероятная, потому что, ну, убрали у тебя книги, плохая убрали вам игра. посты, и ты можешь, ну, ты просто без экспы на сайпе. У Ридуса таких проблем нет, у него всегда левел 6 на 9. Рида всегда умеет крипов фармить просто. В отличие от Дейз. Да, не Потому что только я, фармить. ну, я убийца, я не фармер. А если Да, ну, если типа, не пойдут, убийца, то всё. поэтому у него по 10 смертей каждую игру. Но это А уже не в если- этом видео. Это уже не в этом видео. Хорошо, а самое крутое? Изменение карты, мне кажется, это самое крутое вообще, что можно выделить. Просто всю карту как переделали, вот это все. Это крутое изменение. Окей, ребята, вам огромное спасибо за такой детальный разбор этого патча. Я еще раз вас поздравляю с 4-м местом в 2-м дивизионе DPC. И у нас, кстати, на канале вышло отдельное интервью с итогами этой лиги, поэтому обязательно посмотрите уже после этого видео. Ну и желаю вам удачи в предстоящей лиге. Спасибо. Спасибо. Лиги. Спасибо. Спасибо. Друзья, вам огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте на побольше лайков и пишите в комментариях ваши впечатления об этом патче. А с вами был канал Нави Junior Dota 2. До скорой встречи. Пока-пока.